Привет, новый день, новая торговая сессия. Начинаю я с баланса в $1030. Решил я все-таки, что каждый день профит, который получается заработать, выводить не особо удобно. И все-таки буду, наверное, это делать раз в неделю. Плюс на Тайгере там за каждый перевод еще есть комиссии, минимальный вывод, поэтому каждый день, если есть какой-то профит, выводить не очень удобно, как я говорил в прошлой сессии. Поэтому буду делать раз в неделю. Сегодня как раз воскресенье, поэтому по завершению сегодняшнего дня все, что там выше 1000 долларов, будет у меня половина этого профита будет выведена. Просто, чтобы, как повторюсь, чтобы я как-то эти деньги чувствовал и они, чтобы я видел, что я зарабатываю хоть что-то с трейдинга. Поэтому вот так. А так рынок у нас сейчас довольно-таки неплохо движется вверх. Смотрю, большинство графиков, которые здесь показаны, движутся в лонг. И думаю, получится найти несколько интересных ситуаций. Зашел в первую сделку. Увидел, что у нас монетка начинает понемножку расти, точнее находится уже в стадии роста. И в какой-то момент у нас она начала понемножку притормаживать и сделала такой импульс вниз. Его быстро выкупили, и на этом фоне мне показалось, что раз сила покупателей сохраняется, вполне возможно, что движение будет продолжаться, и после этого выкупа мы начали плавненько двигаться вверх, и как я подумал, что дают возможность трейдерам заходить в лонг на продолжение движения. То есть делают такую небольшую ловушку, дая возможность открывать позиции после демонстративного выкупа большого отката, скажем так. И раз дают возможность трейдерам заходить в лонг, особо там ничего не рискуя, и есть большой шанс, что мы продолжим движение вверх. На этом фоне я открыл шортовую сделку в этом же месте и хочу взять какой-то 1-2% движения вниз на сбор стопов трейдеров, те, которые заходили вот здесь, в этом накоплении. Похоже, придется закрываться по безубытку вторую часть. Первую часть у нас забрала по тейк-профиту, точнее даже просто об нашу заявку коснулась, и от нас прям развернулась вверх. Надеюсь, сейчас вторая часть позиции просто закроюсь по безубытку. Получится, взял чуть меньше тейк-профит, чем хотел, но уже риск того не стоит, импульс вниз был, да, у нас забрало неполную часть позиции по тейк-профиту, но такое случается, поэтому лучше не рисковать и закрыть здесь полностью сделку. Открыл вторую сделку по монетке Трамп. Она у нас очень сильно начала расти, но в процентах, кстати, не так-то много. 6% импульс дала вверх, и сейчас мы начали понемножечку находиться в таком снижении. Мне показалось, что трейдеры будут... Так, а ну давайте я быстренько поставлю свой take profit за 700, давайте вот сюда примерно, то вижу, что импульсное движение идет в нашу сторону, и на всякий случай поставлю take profit, вдруг каким-то импульсом заберет. Увидел я здесь, что мы плавненько начали опускаться вниз, но не было здесь, как я сказал, никакого резкого движения. Был как будто складывалось впечатление, что просто какой-то локальный откат. И трейдерам постоянно давали возможность, давали такие небольшие отросты, скажем так, небольшие возможности заходить в лонг на продолжение движения. И раз дают возможность заходить лонгистам, ставить короткие стопы, то скорее всего мы пойдем вниз. С этой логикой я и заходил, и как видим, все-таки импульсное движение вниз произошло. 1% движения взял, это примерное такое значение, за которое многие трейдеры ставят свои стоп-лоссы, если нету каких-то локальных минимумов, либо же максимумов. Так что взял отличное движение вниз и закрылась сделка по тейк-профиту. Открылся я еще раз по монетке Трамп. Логика в принципе похожая. Мы были, скажем так, после роста в небольшом откате, и сейчас вот эту линию отката мы сломили и продолжается движение наверх. Плюс движение наверх у нас происходит не импульсом каким-то одним, а довольно-таки плавным движением. На этом фоне у трейдеров есть возможность открывать позиции в лонг и, как мне кажется, заходить по тренду с хорошим соотношением. Поэтому я открыл здесь шортовую сделку и попытаюсь просто взять
движение против них, какое-то 1% движение вниз. Подходит у нас к тейк-профиту. Тейк я поставил за небольшое круглое число 8,7, и это как раз был 1% от нашей точки входа. И еще одна сделка закрылась у нас по тейк-профиту. Наверное, на этом буду завершать торговую сессию, потому что уже несколько прибыльных сделок получилось заключить, и в принципе нужно сделать перерыв, потому что уже время много я провел за терминалом. И заканчиваем с балансом в $1070.